Витя, ну, во-первых, привет. Привет. И очень приятно с тобой сегодня пообщаться, выпить кофе и поговорить. Уже 12 пробило. Пробила. Ну вот послушай, такая сложилась ситуация, что люди спрашивают, просто вот по-настоящему спрашивают, действительно интересуются. Вот почему вдруг сейчас ты ставишь собачье сердце? Вот мне была обещана Гертруда. Я уже, можно сказать, готовилась, уже костюм приобретала на Гертруду. И вот сейчас собачье сердце. Вот скажи, пожалуйста, потому что очень-очень любопытно. Очень просто. Во-первых, здесь есть две составляющие этой загадочной и уже скандальной истории, к которой моему театру не привыкали. Вот. Во-первых, мы действительно, и я действительно хотел сделать опять Гамлета, потому что последний раз я его ставил в 99 году для Эдинбургского фестиваля, который был очень скандален. Мне было интересно сделать его на русском языке впервые в моей жизни. Сценарий был написан на отдыхе, в Нерве, рядом с виллой, где жила Цветаева с мамой. Очень красиво. Очень красиво, но сохранив весь текст гениальной пьесы на моем лэптопе, на флеш-драйве, я приехал домой и нашел пустоту. Ну это просто что-то Я не буду говорить, мистическое. кто это сделал. Я не знаю. Я сам не знаю. Вот. Мой сын, он IT-инженер, ну, он разворошил все, что можно было разворошить в лэптопе, какие-то, хоть следов нет. Ну, видимо, это потому, что я 2 раза ставил «Мастера и Маргариту». Наверное. Это мне пинок в зад. Воланд поселился в компьютере. Вот. И дело в том, что уже для Гамлета было заблокировано определенное количество Ну, дней. конечно, конечно. Ну, ты да. знаешь. Да, да. И мы собирались уже репетировать, и мне пришлось что-то предпринимать. А что ставить вместо Гамлета? Ну а почему вот именно собачье сердце? Я не буду лукавить. Почему? У меня были разные проекты, вот, но я прочитал статью Людмилы Ларкиной по поводу нашего соло-фестиваля. Ты видела что-то, да. где чудесным образом выступали и наши актеры, и приглашенные актеры. Я был очень рад. И я вдруг увидел, что некий театр русский в Лондоне собирается ставить собачье сердце. И вся интрига в том, что больше года назад я ведущим актерам этого некого театра предложил главные роли. И они с удовольствием согласились. И после того, когда мы по некоторым причинам расстались и рассорились с этим театром, проект я отложил, потому что у меня не было достаточно актеров. А тут я подумал, а у меня сейчас достаточно актеров, а почему бы нет? Ну подожди, ведь как-то очень загадочно. Некий театр, какие-то актеры. Ну, то есть ты имеешь в виду хамелеонов, я так Да. понимаю. Ага, понятно. Да, я имею в виду театр «Хамелеон». Ну, а кто там главные роли играет, наверное, люди знают, и поэтому мне не нужно повторять. Ну, я не знаю, но это как бы, как бы не важно. Ну, понятно. То есть ты решил, что... А почему вот как бы, ну, ты решил поставить этот спектакль? Вот, А я могу еще вместе добавить... с ними в таком случае. Вот, да. Дело в том, что, опять-таки, у нас кто-то говорит, есть соперничество, кто-то говорит, есть какие-то битвы. Ну, с моей точки зрения, нет. Меня не интересует соперничество. Это все равно, что сказать, что лучше, арт-нуво или арт-дека. Вот. Ну, мы занимаемся своими делами, мы ставим спектакли. Дело в том, что я не люблю, когда у меня заимствуют мои идеи. То есть ты считаешь, что собачье сердце было заимствовано? Как бы, да, эти люди, идея. Я не знаю, как будут ставить этот спектакль, и я уверен, что они его поставят совершенно по-другому. Но, Вер, ты прекрасно помнишь то время, это было 2 года назад как раз, где-то, да? Ну, где-то 2, когда даже мы 2,5, играли да. первые чеховские фарсы, да, мы играли вот. вместе, да. И это была колыбель
театра «Хамелеон». Они вообще мне, как повивальной бабке, должны были бы поставить памятник на Трафальгарской площади. Ну, или бутылку коньяка подать. Я могу с этим согласиться, потому что я помню и чеховские фарсы, и то, что происходило потом. Но я считаю, что это очень хорошо, что вот благодаря этому проекту родился театр «Хамелеон», и что они сейчас очень успешно работают, развиваются. И, по-моему, это только плюс для зрителя. Да, безусловно. То есть в этом Я плане не против, проблемы нет. Да, конечно, я не против театра «Хамелеон». Вообще было бы хорошо, чтобы еще несколько... А потом мы забываем, есть театр, ну хорошо, пусть он любительский, но есть театр Татьяны Дитрич, конечно, И да. люди тоже любят этот театр, тоже Конечно, туда конечно. ходят. А почему нет? Я не против театра «Хамелеон», я против искусственно выдуманной истерии вокруг всего этого конфликта. Я против того, что кто-то себя называет, вот только мы в городе профессионалы. Ну и так далее, и так далее. Вот мне эта история кажется надуманной и так далее. Вот, ну что, я в этом городе с 95-го года, есть театр «Арт-Вик». Ну а дальше это уже тишина и история. Ну, громкая тишина, Но мне скажем бы так. хотелось, Витя, с тобой как бы словить тебя вот на этом предложении и все-таки с тобой какой-то провести интересный разговор, еще один, где ты нам расскажешь вообще о своих работах, потому что тебя знают как режиссера, кто-то знает тебя как скандального режиссера, кто-то знает тебя как гениального режиссера, кто-то знает тебя как очень эксцентричного режиссера. Но хотелось бы просто, ну, как-то, ну, рассказать о тебе, вот именно как о режиссере, о твоей биографии режиссерской, с чего ты начинал, вот как ты ставишь спектакли, потому что ну, возникают некие разговоры по поводу того, что твои спектакли ставятся достаточно быстро. Ты работаешь в двух языках, ты работаешь с очень разными актерами, ты работаешь и с детьми, и со взрослыми, и у тебя в С спектакле... детьми работаешь ты. Очень с детьми Это работаю, я тебе да. передал. Спасибо. Да, синюю птицу ставила я. Но, тем не менее, ты соглашаешься на какие-то вот иногда очень, ну, не могу сказать, что авантюристические проекты, но смелые какие-то проекты. Ну, Вер, я в свое время, получив 2 режиссерских образования в Советском Союзе, я отказался идти служить в большой государственный театр, я сразу начал заниматься каким-то андеграундом. Действительно, давай мы это оставим. Вот, Хорошо, вот, хорошо. дело в том, что последний такой штрих, почему «Собачье сердце», дело в том, что моя история с Булгаковым очень-очень старая. Тот же самый «Морфий», который мы недавно показывали, Да. я сделал специально для фестиваля в Киеве к столетию рождения Михаила Булгакова. Этот спектакль получил приз критики, несмотря на то, что там были такие театры, как Вахтанговский и так далее, и так далее. Мы были единственным советским театром студии. Дальше, я не знаю, видимо, на свою беду ставил дважды «Мастера и Маргариту». Я видела и в английском языке постановки, я видела хорошие А постановки. почему быстро? А потому что все эти сказки о том, что Станиславский имел возможность ставить 6 месяцев, иметь 3 Но это месяца нереально застольный для нас период. в Нет, это современном мире. ненормально. Просто нереально. Сейчас даже National, у них максимум это 3 месяца, и то только потому, что эти люди заняты в сериалах и так далее, и так далее. Сейчас максимум то, что ставится в театрах, студиях и в скажем, Вест-Энд, это 3-4, максимум 5 недель, в зависимости от постановки. Нужно уметь, это профессия, нужно обладать профессией. То есть ты И считаешь, добиваться, что... да, от актеров, не имеет значения. У тебя есть образование актерское или у тебя есть То есть талант? ты исходишь из того, что если актер может в короткие сроки подготовить роль и сыграть, это профессионализм. То есть это и есть актер. Безусловно. То есть который... Безусловно. Ну, хорошо, что на это, Профессионализм конечно, можно это то, смотреть. когда публика заплатила рубль за билет. Все. Да. После этого ты профессиональный актер. Но я соглашаюсь с этим, потому что если мы будем исходить из того, кто, так сказать, где учился и где играл,
то мы Шекспира просто сразу же отметаем. Мы И вообще не только его. очень много греческие трагедии мы просто убираем, потому что они явно не учились в наших театральных институтах. Но тем не менее у тебя работает много профессиональных актеров, и я видела актеров, я работала с актерами, которые играли в National, и в National Theatre играли, и я, в общем-то, тоже тоже профессиональная актриса, я себя считаю, в общем-то, и являюсь ею. Так что, я понимаю, что это какие-то такие, театральные домашние разборки, которые всегда способствуют развитию театров, по-моему. И я думаю, что это нужно только приветствовать. И рекламируют, скажем, да. оба театра, да. которые замешаны в этот В этом скандал. скандале. Хорошо, спасибо тебе, Витя, большое. Спасибо тебе С большое, да. удовольствием, Вера. Спасибо.